Друзья, всем привет! Серферы-бездельники, наши любимые девианты. Начинаем наш большой эфир, долгожданный. Наконец-то Виктор Куртьев добрался к нам в студию. Нет, это не будет эфир про демографию, давно обещанный, давно ожидаемый эфир про демографию, который уже как бы стал легендой до того, как он появился. Но это будет не менее легендарный эфир о дуэли столиц, как мы его назвали, дуэли между Москвой и Киевом, которая входит, может быть, в решающий, может быть, заключительный период, а может быть, это будет, сейчас об этом поговорим, будет еще один этап, скажем так, в этой спирали войны, в которой мы втянулись уже давно. И мы сегодня поговорим сразу в нескольких ипостасях, и будем говорить и про энергетику, и про военную логику. Благо, кругозор Виктора позволяет это делать. И приветствуем тебя у нас в эфире. Добрый вечер. Привет, добрый. Ну, давай начнем сначала с диспозиции, в которой мы находимся. Потому что сейчас я бы охарактеризовал ситуацию следующим образом. Что, с одной стороны, Украина нащупала слабое место, и каждый день Валберес там горят и прочие склады. На самом деле, кроме складов, горит куча много очень всего другого, в том числе и военного. То, что не попадает в, так сказать, сводки, потому что там нет дыма, ну там есть потери конкретные у россиян. И это, как правило, все с помощью дронов. То есть дроны летают в российском небе, они на определенных участках доминируют. Ты сейчас об этом скажешь, как это с Крымом. Но с другой стороны, точно так же, как мы нашли вот эту вот ахиллесовую пяту у россиян, дырку в ПВО, точно так и россияне нашли дырку в нашем ПВО. Это баллистические удары, которые, как мы видим, на протяжении последних недель усиливаются и становятся более эффективными, потому что ракеты закончились, и антиракеты закончились для патриотов. И, собственно говоря, во время последнего удара из скольки-то 26 или 27 ракет только одну сбили, и все остальные там прилетели. И это имеет очень тяжелые последствия для многих бизнесов, и для военки, и для многих бизнесов, потому что, например, 1 миллион книг сгорел там у нескольких наших бизнесов, которые этим занимаются. Поэтому для того, чтобы планировать и рассуждать относительно того, в каком направлении мы идем, важно понимать ситуацию, диспозицию, в которой мы находимся. Поэтому давай начнем твой взгляд на эту диспозицию. Согласен ли ты, вот сразу вопрос от зрителей, согласен ли ты с мнением Алексея Куща, что удары Украины по РФ, по Вайлберс, по НПЗ не имеют реального влияния на конец войны, так как процесс идет к более глобальному сценарию превращения России в так называемую Желтороссию, ну то есть как бы прикрепление ее к Китаю в качестве сырьевого придатка? Значит, давайте по порядку. То, что мы чувствуем на себе, значит, из минусов действительно, значит, у нас очень высокий процент сбития крылатых ракет. Там этим летом были удары по нам, где там 100% фактически сбитие. То есть мы научились это делать. Потом, благодаря своей вот этой вот разветвленной акустической системе, которую мы разведнули за несколько лет на территории Украины, мы научились сбивать вот классические как бы дроны, ну, с двигателем внутреннего сгорания. Вот. Тоже очень высокий процент сбития. Вот, они пытаются как бы адаптироваться. Вот, у нас, ну, это как бы не секрет, у нас закончились вот эти ракеты ПАК-3 для патриотов. Вот, у нас очень низкий процент сбития баллистики. Вот, ну, поэтому есть, скажем так, эта диспозиция. У нас есть успехи. Фактически за последний, скажем так, календарный год, с момента всяких там духа Анкориджа и вот этих вот предложений товарища Трампа по миру, в стратегическом измерении наши позиции улучшились благодаря вот нашим вот асимметричным действиям. Значит, мы бьем их тылы. У нас есть в этом смысле стратегическое преимущество, потому что нашим тылом является условно Европа, вот, а ихним тылом, ну, глубинная Россия, до которой мы начали как бы доставать. Это очень важная стратегическая, значит, история.
Вот. И размеры России впервые за всю историю стали ее большим минусом, а не плюсом, потому что плотность всех коммуникаций достаточно низкая между там крупными агломерациями. ПВО дырявое, его на всех не хватает. У нас появились дальнобойные средства, значит, поражения, у нас появились крылатые ракеты там, на 2000 там, плюс километров. У нас появились дроны дальние, которые могут там, боевую часть там, в 100 килограмм, вот, там, да, 3000 плюс километров там, донести. Да? У нас появилось их массовое производство. Мы начинаем перегружать как бы, системы ПВО и даже Москвы там, с их там, 3 кольцами. Вот, поэтому в стратегическом измерении значит, у нас появились как бы, карты. Вот. Мы хорошо работаем по Крыму и по их там логистике. Я помню, там год с лишним назад, например, да, карты ПВО Крыма, ну вот и защищенные зоны. И сейчас, сейчас это просто такая скукожившаяся история там напротив там Керченского моста. Вот, около Керченского моста там, и там 2 городов. Вот, 2/3 Крыма мы вот летаем как у себя дома уже направо и налево. То есть мы вынесли в Крыму значительную часть ПВО. Мы вынесли их пусковые установки, значительную часть. То мы обеспечили как бы, зачистку как бы, Крыма. Ограничено поставки по 2 основным путям сообщений. В общем, поэтому... И это произошло, я так понимаю, за счет Старлинка. Что на наших дронах Старлинк, который позволяет с высокой точностью... Это важный момент, да, вот наличие как бы, связи, потому что над Крымом она есть, да, и это позволяет нам, позволило нам Крым зачистить. А вот на территории России его нет. Вот, и это создает определенные трудности, потому что эту маш-связь, так называемую, приходится самим как бы разворачивать. Это занимает время вот, для того, чтобы можно было осуществлять эти глубинные удары качественно. Вот, поэтому есть тенденция, они как бы не могут не радовать. Вот, но впереди зима. И отсутствие антибаллистики – это наша ахиллесова пята. Вот. И зима предполагает быть еще более тяжелой, чем последняя. Хотя последняя была очень тяжелой. Они многократно, там, десятки раз прошлись там, не знаю, там, на одной из крупных ТЭЦ Киева было, например, 18 прилетов, по второй крупной ТЭЦ Киева было, например, там 25 прилетов. Вот, у нас есть до сих пор крупные блоки, практически уничтоженные, над которыми даже не начинали разбор завалов, потому что это не имеет смысла. Потому что мы понимаем, что этот ремонт займет там, условно 2 года. У нас при очень больших минусах прошлой зимой было такое, что вот внутри Киевского кольца, из там 1500 мегаватт, условно, чуть меньше, работало, например, 12 мегаватт. Вот у нас были режимы, работало 12 мегаватт. То есть фактически всю электроэнергию по очень жестким графикам Киев получал из энергосистемы, по тем связям, которые оставались как бы на тот момент. Вот, поэтому, да, мы это назвали там дуэль столиц, потому что на 5-м году войны они поняли, что Украину, значит, погасить невозможно, они распыляют свои ресурсы. Вот, и уже на исходе там, прошлой зимы они концентрировали свои удары по Киеву и окрестностям, то есть по Киевскому энергоузлу. Я думаю, что в этом году они будут пробовать повторить это же упражнение. Вот, и в режиме, когда процент сбития баллистики будет очень низкий, то они еще быстрее будут выносить, значит, инфраструктуру крупной генерации. Да? Даже все, что у нас есть принятый по всем регионам, в том числе по городу Киеву, план стійкости, планы устойчивости, так называемые, да, которые предполагают целый ряд мероприятий. Там. Если говорить про город Киев, это там компоненты, это разные компоненты. Это, например, там агентство развития выступает заказчиком
модульных котельных, вот, которые значит, должны компенсировать, модульных резервных котельных, которые должны компенсировать частично там, тепло после потери на первичном источнике, например, тепла. Вот. Это строительство когенерации дополнительной, уже там децентрализованной на крупных, скажем так, объектах. Это не только ТЭЦ, это еще там другие крупные котельные условно. Да? Вот. Это строительство фортификационных сооружений на разных объектах инфраструктуры, то есть на объектах генерации, на распределительной электрической сети, на инфраструктуре водоканала. Вот, то есть есть план устойчивости, мы по ним работаем. Ну, как всегда, где-то отстаем, где-то, значит, дезорганизация. Вот. Справедливости ради следует отметить, что высшее военно-политическое руководство понимает эти вызовы. Президент понимает эти вызовы. Завтра, например, ставка по вопросу, по вот этому устойчивости. Там Киева в частности. Мы просто в этом процессе немножко участвуем. Вот, и я вижу и настрой премьер-министра, и настрой вице-премьер-министра, министра энергетики. Даже на последней встрече, скажем так, со Шмыгалем, он меня приятно удивил глубиной понимания вопросов. То есть, то понятно, что там 5 лет премьер-министр, есть понимание бюрократической системы там, и так далее, вот, но именно глубиной понимания вопросов он меня искренне приятно как бы удивил. Ну, плюс он в энергетике сколько работал, уже поэтому, да, у нас есть потерянное время, вот, где можно было успеть сильно больше, чем у нас, значит, ну, чем там, где мы находимся как бы сейчас, вот, но как бы тем не менее мы работаем. Вопрос есть, можно? Да. Поставь вот эту цитату, вот она. Сегодня на «Украинской правде», на «Экономической правде» статья была, и там был такой тезис. Света не будет по 14 часов в сутки этой зимой, и это базовый сценарий, а не худший. По пессимистичному сценарию в Украине разработают графики включения электричества будут давать всего на несколько часов в день. Такой сценарий реален при совпадении двух условий. Массированных ударов по энергетике и морозов ниже 10 градусов. Смотри, конкретные цифры очень сложно как бы прогнозировать, вот, потому что это наложение не двух факторов, а факторов как бы сильно больше. Вот, и главные факторы, они находятся не в плоскости, скажем так, энергетики и инфраструктуры. Факторы, это факторы военные, которые сложно спрогнозировать. Да? Вот. Да, нам будет очень непросто. Даже если у нас получится там 1-2, там, сколько получится там, поставок этих там, ракет для патриотов получить, это все равно не будет много. Вот. За первые 2 недели иранской кампании величайший геостратег всех времен и народов Дональд Фредович выстрелил весь стратегический запас патриотов. Да, на их восполнение понадобится еще там, 3-4 года по оценкам, значит, производителя ракет. Вот. Поэтому, да, зима будет тяжелая. Зима будет тяжелая. Но мы эти вызовы понимаем, и мы как бы работаем. Работаем над... Это очень чувствительная информация, на самом деле. Есть очень много процессов, очень нетривиальных, которые вот сейчас запущены. Вот. Но нам будет тяжело. Да, нам будет тяжело. Но мы выстоим. Ну, от чего ты отталкиваешься? То есть, ну, я понимаю, что не все можно рассказывать, но, по крайней мере, обозначь людям, в чем заключается надежда и к чему готовиться простым людям. То есть, какие элементарные шаги делать? Смотри, значит, сначала поговорим по военным вызовам. Да, да. Ну, потому что это да. здесь надежда. Да. Значит, мы констатируем, что с антибаллистикой будут проблемы. К сожалению, наша антибаллистика, если говорить про FP7 производства компании Firepoint, ну, в промышленных масштабах она будет там в середине 2027 года. То есть не на эту зиму. То есть на нее мы рассчитывать не можем.
Какие могут быть факторы, которые, скажем так, сильно уменьшат их возможность по нам бить, да? Фактор, например, нашей баллистики. Потому что наша длинная баллистика, FP9, она будет ранней осенью. И, например, там первый баллистический удар по Москве можно планировать, например, на конец сентября. Или нам начало октября. А почему именно по Москве? Ну, это не догма, но по Москве, потому что, возможно, одна из стратегий, да. Россия это очень централизованное государство. Если бомбят Воронеж, то это никому не интересно. А вот если взрывы в Москве, это критично. Да? Потому что баллистический удар наш из, например, там 30 ракет с высокой долей вероятности, например, 10 из них долетит. У них нету технологии touch to kill, то есть фактически их противобаллистика сбивает нашу баллистику облаком шрапнели, грубо говоря. Да? Есть небольшие лайфхаки у нас, да, к примеру, если сделать, скажем так, более прочную боеголовку, даже в случае сбития КБ-носителя, она дальше летит по инерции, долетает и взрывается. У нашего общества, и у киевлян в частности, сильно больше болевой порог этой истории. Потому что у нас это 5-я военная зима, да, а в Москве это будет 1-я военная зима. Это очень важный фактор устойчивости. Болевой порог общества. И вполне себе, на мой взгляд, работоспособная стратегия, когда после 2 успешных наших контрударов баллистических по Москве на какой-нибудь переговорной площадке в Арабских Эмиратах они выйдут, и мы договоримся про взаимный мораторий не бить по гражданской инфраструктуре друг друга. Угу. Это тоже способ пройти зиму. И можно сделать реально больно. Если мы не можем защитить себя, то мы можем сделать больно им. Угу. То, что ты говорил про Starlink, это очень важный момент. Президент в последнее время активно на разных площадках продвигает историю. Ребята, включите Starlink в Россию. Нам нужен Starlink в России. Да? Для чего? Самое логичное сделать так, чтобы, например, баллистика не долетела до Киева, условный Искандер с радиусом действия 500 километров, это создать 500-километровую санитарную зону от нашей границы. Ну, как в Крыму. Как в Крыму. Мы же в Крыму это сделали. Да? Наши уважаемые партнеры говорят, нет, мы этого не можем сделать. Вопрос, почему мы не можем этого сделать? Ответ, потому что они боятся. Чего они боятся? Они боятся контрдействий России. Какие могут быть контрдействия России? Там, с советских времен у них есть специальные ракеты противоспутниковые. Это ракеты противоракетные и противоспутниковые. Есть такая система А-235 Нодель. Можете нагуглить. Это условно, я так понимаю, двухступенчатая ракета. Первая ступень, которая первая ступень, и вторая, которая контактным способом сбивает спутник, то есть без боевой части. Она без боевой части. Но когда на скорости 5 км в секунду, это условная боеголовка, вторая ступень, попадает в спутник, там он разлетается на несколько тысяч осколков и создает такое облако мусора, которое засоряет орбиты, например, Старлинка. Да? И 15 ноября 2021 года у них был такой пуск.
Они сбили старый советский спутник там 84 года, который как бы давно не работал, там вот создали там 1500 осколков. Это те, которые можно идентифицировать, это крупных размеров, осколков крупных размеров, да. Вот, сбили его там на высоте, по-моему, там 490 километров. Вот, и засорили там орбиты там, шириной там, 200 километров, например. Там, да? И показали тем самым в 2021 году, внимание, в ноябре 2021, перед полномасштабкой, что, ребята, не нужно играться, да, у вас есть как бы доминирование в разных там системах связи там, и бла-бла-бла, как бы, вот, но не нужно как бы с нами играться, потому что мы можем на орбиту вывести ящик с рубленными гвоздями, и не один, вот, бахнуть, вот, и снести вашу спутниковую группировку. Вот ответ почему. И это фактор. Американцы что может в ответ сделать? Русские разворачивают рассвет сейчас. Вот там тоже был вопрос, насколько это опасная для нас система, потому что они уже пару часов там имеют возможность работать над Украиной благодаря. Ну, чтобы ее развернуть в полном объеме, надо несколько лет. Поэтому конфликт должен разрешиться раньше. Вот. Конечно, они не стоят на месте. Вот. Поэтому ну, рабочая история, смотри, рабочая история, это сделать вот эту санитарную зону для пусковых установок. Да? Вот. Не можем это сделать, не дают нам Starlink, значит, будем как бы свои системы связи, значит, развивать, вот, и ее делать. Это просто займет больше времени. Ну, как-то так. Угу. Вот. Это с точки зрения, скажем так, ну, военной как бы, части. Вот. Ну, безусловно, никто не отменял как бы, и гражданскую как бы, часть. Надо делать децентрализованные системы, резервные. Да, вопрос вот на этот счет, извини, прибью, но как раз вот оно. Юра, спросите, пожалуйста, Виктора, стоит ли восстанавливать крупную генерацию, если возможно разнести внутриквартальные объекты, цена которых дешевле, чем у Искандера? Смотрите, внутриквартальные значит, объекты разнести невозможно. У нас есть, ну для того, чтобы, давай так, значит, можно делать, например, там домовые системы с каким-то солнышком на крыше и с батарейкой. Можно делать некие там домовые системы с батарейкой в подвале, чтобы хотя бы там, не знаю, там лифты, например, там запитывать, какие-нибудь помещения общие, какую-то элементарную эту давать, да. Но эти батарейки надо иметь какие-то часы, какой-то график, ну, когда они будут заряжаться, например, да. Потому что в холодную зиму, причем в коротком солнечном дне и при пасмурности, не хватит мощности и площадей, и солнечных панелей для того, чтобы как-то ощутимо что-то зарядить. Вот, поэтому, как правило, говорят о гарантированной газовой генерации. Как правило, говорят о газовой генерации контейнерного типа, о газопоршневой генерации контейнерного типа, которую легко разворачивать. Просто вот поставил как бы, контейнер, это сильно быстрее. Да? Но даже для нее есть определенные как бы, требования по наличию газа, например. У нас парадоксальная ситуация, вот мы с ней столкнулись. У нас есть несколько крупных инвестиционных проектов, ну, вот по вот этой как бы, части. Вот, и мы столкнулись с тем, что в Киеве газа нет. Газа нет. Вот есть Киев, есть оператор газотранспортной системы, есть точки входа в город Киев от оператора ГТС в киевские распределительные газовые сети. Их там условно там 7 основных крупных ГРС. А в Киеве газа нет. Он весь расписан по договорам. А вот если разобраться, а какую же часть этого договорного, в кавычках, бумажного газа потребители газа реально потребляют, вот реально потребляют, да? Там подготовили по 30 крупнейшим потребителям газа города Киева, куда входит ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, там Дарницкая ТЭЦ, ну и там другие крупные котельные и промышленные площадки, да? Так вот, за последние 3 года 30% от договорного лимита они потребляют. 70% мощности – это гуляющая мощность, невостребованная мощность. То есть на бумажке она как бы есть, но не востребована. Вот есть промышленное предприятие, где у которого там, наверное, там договор на условно там 12 тысяч кубов газа в час, а потребляет он 2. Ну и так далее.
Есть старая советская инфраструктура, какие-то советские заводы, купленные там, не знаю, там с молотка, на месте которых построены торговые центры. Ну, потребление которых там сильно меньше, чем ну, той старой советской инфраструктуры там, индустриальной, ну и так далее. Да? Поэтому вполне логично у нас возникла идея, сейчас она обретает документарное как бы, оформление. Вот, это будет постановление Кабинета министров, которое позволит оператору распределительных газовых сетей маневрировать вот этим вот виртуальным объемом газа. А в Киеве, на минуточку, этого виртуального объема 1 миллион там, кубов газа в час. Ну, короче, на самом деле... Нехилая такая мощность. Если это пересчитать на количество мегаватт, это где-то там 3500 мегаватт газопоршневой маневренной генерации. А Киеву надо только треть от этого объема. Ну, или там чуть меньше половины. Ну, то есть, на самом деле, газ есть, просто нормативка еще не изменена, и, по сути, это не позволяет... Да, нормативка не изменена, вот, и речь же идет не о как бы, рейдерстве этого газа, условно, от одной как бы, частной компании к другой. Речь идет о том, что в военное время создать очень гибкий механизм получения негарантированного доступа к газовым как бы, сетям и получения этого газа на источнике. Вот об этом идет речь. Это такое организационное мероприятие, это никакая нифига не инвестиция, но она раскрепощает эти все как бы, процессы и позволяет там, частным инвесторам и прочим потребителям, которые спасают себя сами и на территории своей промплощадки ставят когенерационную установку, а им говорят, газа нет, надо 9 километров трубу тащить вот оттуда. Вот. Это одно из, скажем так, организационных мероприятий, которое сильно увеличит нашу устойчивость. Но, по сути, и готовность к зиме. По сути, это повторение того, что было в ВПК, когда нормативка, которая там была зарегулирована настолько, что невозможно было быстро прилипать решение. Да, то есть грубо говоря, значит, мы раскрепощаем эту всю историю. Есть несколько, на самом деле, крупных как бы, частных инвесторов, которые имеют и как бы, ресурс, деньги, квалификацию и, самое главное, произведенные установки, физически произведенные установки, которые можно там, в течение 2-3 месяцев успеть смонтировать и поставить, и запустить. Вот. Основным ограничителем был как бы газ, его можно организационным способом, скажем так, ну, раскрепостить эту историю. Вот. А условно там закончится война, промышленности или там, коммерческому сектору города Киева и газовым потребителям города Киева, чтобы выйти на свои номиналы, понадобится там, 3-4, там, 5 лет. А может и никогда некоторым, да? Вот. А за это время, после окончания значит, войны, можно будет синхронизировать инвестиционные программы Киевгаза, инвестиционные программы там, оператора ГТС, синхронизировать эти проектные решения. Да? Но не может же, это же ненормальная ситуация, когда Киев не имеет точек развития. Вот до войны приди в Киев, говори, я хочу построить промышленное предприятие, а газа нет. Надо тащить вот оттуда. Это же бред. Вот. Поэтому вот такая история. Много есть правильных процессов. Мы, как всегда, немножко по ним не успеваем. Вот. Как всегда, пускаться все будет в каком-нибудь глубоком ноябре в большой срачке, как это обычно. Ну, как бы, тем не менее, я думаю, что мы выстоим. Угу. Значит, тут вопросы по поводу приоритетов ударов. Способны ли мы выбить ТЭЦ достаточно, чтобы заморозить значительную или заметную часть России в северной ее части? Ну, в какой-то, в западной части, я думаю, правильно сказать. Без секретов давай. Намекни. Без секретов совсем не получится передать, как бы, ну, ответ будет, скажем так, есть несколько глобальных, очень нетривиальных идей, вот, Украина занимается их реализацией. И если это случится, а это в той или иной степени чуть более успешно, чуть менее успешно, в моем понимании обязательно случится. Угу. Я могу сказать, что они охереют от того, что случится.
То есть наша стратегия из того, что ты обрисовал, выглядит следующим образом. Мы Да. Принуждение к мораторию да, на удары по гражданской инфраструктуре. то есть война, если затягивается осенью, не останавливает. Какая вероятность остановки осенью? Вот в процентном соотношении? Там 50 на 50, 80 на 20, 20 на 80? Смотри, я в том числе у тебя в эфире давал несколько вот таких вот, скажем так, крайних дат и прогнозов по поводу остановки войны, да, потому что всегда исходил из некого, скажем так, рационального понимания мира со стороны вот российской элиты. Вот. Потому что остановка войны в прошлом году была сильно выгоднее для них, чем вообще гипотетические условия там, мира там дальше. Да? Вот Анкоридж 2 для русских будет сильно хуже, чем Анкоридж 1. Поэтому, когда они все время, каждый раз, когда вот все как бы хорошо, когда они получают условия лучше, чем реалии условные на земле, да, как любят повторять некоторые, они все равно проявляют свой иррационализм и идут на новый виток эскалации. Могу сказать, что эта спиралька, она уже как бы вниз закрутилась. Вот, поэтому думаю, что осенью будет еще одно обострение. И думаю, где-нибудь под конец года будет очередная веха или очередная развилка. То есть у нас может быть сценарий деэскалации через эскалацию. То есть гиперэскалация взаимная и остановка. Ну, либо, если они эту последнюю развилку пройдут, то дальше только разрушение России. Нам будет очень тяжело, мы истекаем кровью тоже, конечно же, но дальше только разрушение России. Я не вижу хороших вариантов. Для них вообще. Стратегически вообще ни одного хорошего сценария для них нет. Их ждет нищета в лучшем случае и развал в худшем. Так, тут вопрос такой. Привет. Можем ли мы поставить много маленьких генераторов по городу, сократить время отключения до 4 часов в день? Дмитрий Коробко спрашивает. Смотрите, еще раз. Есть топология газовой сети, есть топология тепловой сети, есть топология электрической сети. Нельзя просто вот так притарабанить и в центре квартала как бы его поставить. Мы не говорим о дизель-генераторах по 10 киловатт. Мы говорим о промышленных энергетических установках, например, на природном газе. Эти генераторы, они ничего не решат. Можно конкретно свой какой-нибудь там, не знаю, малый бизнес запитать, как парикмахерскую какую-нибудь, да, и тарахтелка будет стоять на улице, как бы и все это как бы поймут, потому что это понятно, да. Вот, но глобально нет. Есть определенная логика и требования к каждой площадке по установке промышленных, скажем так, генерирующих установок. Вот. И это не везде, где хочешь. И это не центры кварталов. Это, как правило, узлы. То есть, условно, есть, например, ТЭЦ-5. Есть топология ее магистралей. Вот часть идет на левый берег, часть идет там сюда, в Голосеево, там, на Печерский и прочее. Да? Есть теплопункты. Вот. И есть места, где вот простыми вот перемычками, вклинениями и сбросом вот, как бы тепла можно, скажем так, резервировать основную централизованную как бы систему. И эта работа идет. Я так понимаю, что ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, вот такие монстры Трипольскую, ТЭЦ нет смысла восстанавливать, потому что, или что? Не, ну есть блоки критично поврежденные, их, говорю, не начали разгребать завалы. Есть те, которые поремонтировали, есть те, которые как бы сейчас в работе. Вот. Гарантии то, что не прилетит, конечно же, как бы нет. Даже скорее скорее прилетит, да, и к этому как бы нужно готовиться. Поэтому получается, что мы должны снизить стоимость удара, ну, условно говоря, вот эта генерация или когенерация, которая новая размещается, она по стоимости должна быть меньше, чем Искандер, или там ракета, которая по ней бьет. Ну и тогда экономика войны начинает работать на нас. Ну и плюс она еще может быть лучше защищена, там, потому что она меньше, по объективно там закопать. Ну, во-первых, если правильно к этому как бы относиться, то ее нужно сначала попробовать найти. Да? Насколько я понимаю,
при их разведке, вот, теми же дронами, у них там есть бортовой искусственный интеллект, вот, и как только он видит какую-нибудь фортификацию, вот туда сразу прилетает. Ну, раз мы построили фортификацию, значит, под ней что-то ценное. И так работает алгоритм, что туда сразу прилетает. Поэтому у многих собственников таких установок, которые уже построены и куда не прилетело, есть там лайфхаки, как сделать ее там неприметной, скажем так, да. Вот это не исключает как бы человеческого фактора, понятно, их там агентурной какой-то работы. Вот такое случается, безусловно, это война и у нас, и у них. Вот, ну, как бы тем не менее. На Москву и на область тянут ПВО со всей страны, а вот регионы севернее суровыми зимами могут не выдержать удары по энергетике. Ну, это по поводу того, что, ну, зачем бить, где там сильнее все, где сильнее. Слушай, всё. если мы заморозим Мурманск, ничего не случится. Вот, а если мы выключим Москву, то они сядут за стол переговоров. Ну, просто смотри, они просто тоже били, они не могли пробить Киев там прошлой зимой, позапрошлой зимой, как бы там, да. Поэтому они били там, где они могли дотянуться. И это создавало давление, существенное давление, потому что беженцы двигались, и сейчас будет еще больше двигаться там, да. Вот. То есть они не могут игнорировать, если миллионы людей начнут шастать туда-сюда по стране, тем более, что им нужно будет куда-то приютить, в ту же самую Москву там, или еще куда-то. Я не думаю, что у них настолько такая нечувствительность, что для них это будет, ну, просто они будут на это закрывать глаза. Ну, то есть, понятно, это не отменяет ударов по Москве, там необходимость ударов по Москве, точно так же, как они там по Киеву, вот, видишь, они били, они начали как бы сейчас вот расширять как бы возможности ударов. Смотри, ну давай, вот возможности наших ударов по ним, они все еще сильно, сильно меньше. Да? У нас есть как бы специфика, у нас есть преимущество в дальних дронах, вот, но ракетная компонента у нас, ну, отсутствует. Угу. Пока. Баллистическая, ты имеешь в виду? Баллистическая, да. Вот. Поэтому есть все-таки, имея эти средства поражения в виде дронов дальнобойных, да, можно иначе, не классическим, асимметричным способом планировать операции. Это про то, что я вот загадочно как бы говорил чуть выше. Вот. Которые должны дать эффект. Насчет, интересное сообщение пришло. В Нафтогазе только сейчас кинулись антидроновые сетки покупать. Но Нафтогаз, you're welcome, как говорится, наконец-то. Присоединяйтесь. На какой? На 5-й год войны. Ну вот, начало доходить, что элементарные какие-то меры, о которых мы с первого года говорили здесь в этой студии, и еще когда в Коле были там все эти антидроновые сетки, вот дошло, вот 5 лет. 4,5 года шел сигнал. Ну, 4 грубо. 4 года шел сигнал. И никто не будет за это наказан. Да, наша бюрократия пуленепробиваемая, конечно. Вот у нас есть организационные проблемы. Вот, например, там у нас было недавно смена правительства, да? Вот, и снова Мининфраструктура снова делится на два. Если несколько лет назад мы его объединяли в одно, ну, Минрегионбуд и Мининфраструктура, да, вот, а сейчас мы его как бы разделяем. Вот, и что такое разделение министерств? Это означает, что там 2-3 месяца будет бюрократическая как бы волокита, переход персонала, пока туда-сюда. В общем, пока все рассядутся по своим местам, наступит октябрь и начнется отопительный сезон. А некоторые экс-руководители, экс-министры и экс-главы агентства, которых уволили, и они были ответственны в том числе за, значит, планы стейкости, перекрестились, я так думаю, 5 раз. Потому что как бы отвечать уже будут другие глубокой осенью. А у нас недоработки будут, работа над ошибками будет, президент на ставке спрашивать будет, разрывать ответственных на немецкий крест тоже будет. Вот. Ты хочешь сказать, что ситуация изменилась? Народ, я вижу, что в коллективном бессознательном нашего чиновничества у нас, ну вот мы в силу, мы занимаемся как бы энергетикой, я же не просто по телевизору, по ютубам как бы хожу, у нас десятки проектов. Ну это 20 лет на рынке. Десятки проектов сейчас, вот мы взаимодействуем, значит, с центральными крупными компаниями, монополиями, значит, и с местными властями, в частности там города Киева, да. Я вижу, что
Все понимают, что дело пахнет керосином. Вот я вижу, что мотивация сильно выше, чем там, год назад, например. Год назад были смешные истории. Там, какой-нибудь первый замминистра, ну, на тот момент, после Миндичгейта, исполняющий обязанности министра энергетики, товарищ Некрасов писал, например, там, в КМДА письмо: ребята, давайте там такого-то декабря проведем учения коммунальных служб города Киева, слаженности, как будем работать в случае там полного коллапса, да, и получал там ответ: ребята, у нас тут бюджетный процесс, надо еще освоить деньги этого года, значит, принять бюджет как бы следующего, приходите уже после праздников. Да? То есть, вот, то есть сейчас мотивация совершенно другая. Все понимают, что впереди тяжелая зима, народ спросит с власти, ну а центральная власть с местной. Тут еще был вопрос важный, как мне кажется. Так помимо промышленных установок есть же проблема с топливом и с газом. Выбивают же наш газ. То есть не можем ли мы оказаться в такой ситуации, когда нормативка есть по газу, а газа физически нет? Это очень тяжело, потому что для того, чтобы создать, это не то, что сильно как бы невозможно, как бы, но это очень тяжело. Тогда они, вот они на 5-м году войны поняли, что нужно как бы концентрировать как бы свои удары, да, и тогда ждет какой-то их успех. Вот. Им сейчас нужно будет снова расфокусировать как бы свои удары, то есть бить по одному виду инфраструктуры, по другому, по третьему. Мы успеваем что-то ремонтировать. В Украине там, не знаю, 4-я в мире, наверное, по размерам газотранспортная система. Вот у нас есть для газокомпрессорных станций большая линейка там, запасного оборудования. Вот. Чтобы, ну, наверное, можно как бы остановить, но это будет тяжело. Это будет тяжело. На чем основывается господин Курчев, когда утверждает, что условно Анкоридж 2.0 будет хуже именно для России, а не для Украины? Ну как, на тенденциях. Американцы же, они же циники. Они же как бы за себя, вот, и за победителя. Все поменялось. Диспозиция поменялась на стратегическом уровне, на тактическом. Вот. Год назад она была сильно в пользу России. Сейчас не сильно. А осенью, если там наши вот эти симметричные действия будут успешны, то совсем будет другая реальность. То есть, смотри, правильно я понимаю, говоря языком Трампа, у Украины есть несколько козырей, карт в рукавах до наступления холодов, которые она в ближайшие месяцы применит. Да. И это будет, ну, условно говоря, формирование той стратегической ситуации, которая будет позволять договориться либо о выходе из войны, либо о формате свои зимы. Уязвимые моменты, которые мы понимаем, мы сейчас их проговорили ротом, будут факторы, которые сильно усилят нашу переговорную позицию. Вот я вот так скажу. Угу. Так, этот вопрос задал. Учитывая нашу бюрократию, медлительность принятия решений, если слабоузловая точка в их госаппарате, которая в случае проблем с энергетикой и отоплением может стать критической? Нет, я не думаю. Я думаю, что это, ну, не инфраструктурная как бы история. То, что мы пытаемся как бы создать, ну или должны пытаться как бы создать, это глобальное увеличение издержек их элиты. Вот, и факторы, ну, и, скажем так, выхода из войны должны перевесить ее продолжение. Угу. А как ты оценишь вообще вот экономическую ситуацию? Потому что вот Леша говорил там, ну, как в самом начале говорили, Куч, по поводу того, что вот удары по Валберес, по НПЗ, там, типа, они как бы не приводят к окончанию войны, там, да? Но по эффекту, как бы, я бы не сказал, что они не оказали эффекта. То есть они создали несколько критических напряжений. Я думаю, что сумма таких критических напряжений, она создает вот эти эмержентные свойства по давлению на их экономику. Ну, давайте так. Marketplace, просто сам marketplace, это очень маленький процент ВВП. И можно подходить к вопросу механически,
Говорит, ну послушай, ну если там 0,1 ВВП России просто сгорит в виде там 20 крупнейших, значит, логистических центров и вообще их инфраструктуры, да, ну и они это практически не заметят, да. Вот, а смотреть надо не так, смотреть надо глубже. Во-первых, Wildberries имеет акционеров. Вот, и есть как бы номинальные акционеры. Вот, поговаривают после вот того кризиса с Кадыровым и с перестрелкой в центре Москвы, там 20 с лишним года назад, помнишь, да? То есть Да. ее реальные акционеры как бы поменялись. Это приближенные как бы к Кремлю акционеры. Это раз. После того, когда это случилось, там 2,5 года назад, Wildberries стал сильно больше закредитован. Сейчас долг Wildberries 1 триллион 300 миллиардов рублей. А какая-нибудь годовая прибыль Wildberries до начала ударов была, например, 170 миллиардов рублей. Чувствуешь соотношение? 170 миллиардов рублей и триллион 300 миллиардов рублей долговой нагрузки. Основная долговая нагрузка, порядка 800 миллиардов рублей, это банк ВТБ. Значит, несколько лет назад, вернее, несколько месяцев назад, то есть в этом году, ВТБ и Wildberries достигли стратегического как бы партнерства, потому что через Wildberries, у которого там 80 миллионов клиентов, банк ВТБ решил прийти в каждый дом со своими банковскими услугами. И это не просто маркетплейс для купи-продай, это более глубокое сотрудничество. Значит, из основных системообразующих российских банков у ВТБ самая худшая структура портфеля долгового. Если крякнется Wildberries, крякнется ВТБ. А рефинансировать его как бы и спасать, как бы вообще говоря, нечем. Дефицит федерального бюджета реальный сейчас, там 8,5 триллионов за полгода. Да? Он там за полгода в 2 раза превысил плановый годовой. То есть он в 4 раза хуже динамика от плана. Товарищи начинают свои алмазные запасы продавать. Товарищи начинают свои золотые запасы продавать последние. Фонд национального благосостояния — это дутая история. Ликвидных средств там 2 триллиона из 12 или там скольки. Да? Сбербанк ОВГЗ отказался покупать. Вот, поэтому еще раз, все, значит, экономика Набиуллиной, печатание, рефинансирование, операции РЭПО, там, значит, и рублевой эмиссии, продолжение финансирования войны закончилась. Более того, пополнение, например, войны, ну вот их контингента вот в Украине, я сейчас не беру всю группировку, но вот южное направление, случайно вот обсуждал как бы недавно с товарищем, вот оно закомплектовано на 30%. На 30%. То есть закончились, значит, эти люмпаны, значит, в глубоких деревнях. Закончились люди в тюрьмах. Закончились люди уже за большие деньги. Там с доплатой регионов и так далее. Вот они, эти люди закончились. Все, они на пороге мобилизации. Они на пороге 2 принципиальных как бы решений. Это принудительная мобилизация раз и банковские вклады, заморозка банковских вкладов 2, которые позволят еще, например, там, на полгода или там, на 9 месяцев продлить финансирование войны эмиссионным способом. Других вариантов у них как бы не осталось. Все, вариантов нет. Дальше развал, еще бетонная стена. Поэтому я всегда говорил и говорю сейчас, что устойчивость российской социосистемы переоценена. Вот, и она крякнет внезапно. Внезапно. Вот она за неделю крякнет, когда наступит время Ч. Потому что все напряжения накапливаются постепенно, а обрушение происходит лавинообразно. Вот. И какой-нибудь дисфункция системы будет сопровождаться каким-нибудь политическим процессом, переворотом, переделом и так далее. Вот. И мы, уверяю, что, я считаю, что мы увидим русский бунт, значит, элитарный какой-то переворот и русский бунт бессмысленный, беспощадный, скорее раньше, чем позже.
Ну, это такая, это тоже, понимаешь, это стратегия, в которой лежит слово «если». Потому что слишком много факторов «если». То есть, да, то есть они, в принципе, могут сойтись в какой-то точке, учитывая того, что диспропорции, там, нестабильности нарастают. Потому что Украина потихонечку туда бьет, они расширяются, потому что кто мог там еще полгода сказать, что Вайлдберрис будет гореть, там, а через несколько недель, что Озон не загорит. Озон, кстати, сегодня была интересная новость, там одна из российских блогеров записала ролик, где говорит, что Озон отказывается работать по Крыму, сказал, что за пределами России он не работает. Потому что в Озоне, я так полагаю, начали думать относительно последствий, что могут оказаться в качестве приоритетной цели. Вот, и это вполне реально, как бы там, да. Вот, вопрос такой, господин Курчев, может что-то сказать по поводу компетентности нового премьер-министра Украины Корецкого? Ну вот, насколько это правительство быстрее в плане, ну и компетентнее в плане реакции на те вызовы, которые в энергетике, в которой ты хорошо разбираешься? Ну, Корецкий выходец из частного бизнеса. Он 20 лет работал в одной из как бы, систем частных компаний. Вот. У него есть неплохая история в Укрнафте. Реальная история в Укрнафте. Когда Укрнафта там забирала активы у товарища Коломойского. Вот. Скажем, покупала родину обратно. Вот. У него небольшой опыт на госслужбе, мягко скажем, наверное, никакого. Вот. Посмотрим. Все будет зависеть от команды. Министры у нас тут разные. Есть те, которых я оцениваю очень положительно, есть те, которые никакие. Ну, такая история сложная. Елена Кистрица пишет, бунт должен кто-то возглавить, а в России нет сил, которым невыгодна война. Лен, ну, по истории мы опять-таки знаем, что... Смотрите, революцию возглавляют, а бунт, да. Он как бы... Да. Начинается самоорганизация на местах уже. Так даже в 1917 году в феврале бунт начинался аж вот именно так, что никто там про революцию и особо не думал. Хотя, может быть, там элиты думали, как это все развить в управляемую, в управляемую схему, когда там вместо Николая пришел бы его брат, и ну, брат отказался, там, и схема рухнула, и в результате вместо конституционной монархии получилось то, что получилось. Вот. Но даже революционеры не верили, что там что-то произойдет. А потом революционеры через год уже были на коне. Какая-нибудь там февральская революция начиналась что? С перебоем в поставок хлеба в Петрограде? Вот. У нас есть у нас уже есть силы и средства для того, чтобы монотонно несколько своих вот там стратегий довести до конца. Это касается НПЗ, это касается вот логистики, да? Потому что вот эти вот удары, они имеют накопительный эффект. Раз по первому кругу прошлись по всем МПЗ, ну, до которых можем дострелить там, в радиусе 3000 километров, значит, по второму кругу прошлись, по третьему кругу прошлись. Значит, уничтожили там или повредили установку первичной переработки нефти. Есть последующие установки там, по бензину, там, по дистопливу, прочим этим и так далее. По портам, через которые возятся. По портам. У них возникают структурные дисбалансы. Потому что вот есть, например, там добывающая отрасль. Вот добыли нефть. Закачали в трубу Транснефти. Нефть поступает в трубу. Дальше. Она из трубы имеет два основных выхода. Она имеет выход на НПЗ. То есть нефть уходит на НПЗ, перерабатывается в линейку продуктов, часть для внутреннего рынка, часть там для внешнего рынка, да, и она попадает там в терминалы портовые, куда грузится, условно и экспортируется. Если мы создаем вот здесь, у них потребление НПЗ начинает падать, потому что мы их клепашим. Если мы создаем напряжение в терминалах, в портах, потребление нефти там начинает падать, труба полная, возникает дисфункция системы всей, технологическая. Та же самая логика по газу. То есть у нас есть несколько стратегий, которыми вот этими силами и средствами, скажем так, вот нашими существующими дронами с разной линейкой боеприпасов для разных видов целей, можем их закошмарить так, вот, что в каком-нибудь глубоком ноябре это приведет к голоду в некоторых регионах. К голоду.
Голоду. Вот сейчас вот они бензин там у перекупов там за 400 рублей покупают, понимаешь? А будут хлеб покупать за 400 рублей у перекупов. А у нас такое возможно? Они же тоже бьют. Мы же видим, мы что же видим сегодня? Я не думаю. Шоколад спалили там Наш сегодня. тыл не в Украине, понимаешь? Угу. Да, они, видишь, уже начинают. Валберес начинает там в Казахстане крупные площади снимать, где своих там площадок логистических, еще что-то. То есть они уже тоже задумались о том, что свой тыл тоже надо переносить на как бы чужую как бы территорию, но эти все процессы, они имеют инерцию. Ну, они просто огромные, они в несколько раз, в несколько десятков раз больше, чем мы. Поэтому. Они не смогут это сделать, и копировать украинский опыт они не смогут. Поэтому, смотри, ситуация как бы турбулентная. И они, самое главное, что они не понимают, как на самом деле бороться с этими рисками. У них нет стратегии. Вот у них нет стратегии. Вот у нас есть стратегия, смотри, а у них нет стратегии. Так, вопрос такой от наших зрителей. Давайте уже о своих проблемах говорить. На жопу у них, конечно, надеяться надо, но самим себя уговаривать не первый год уже надоело. То есть мы, к сожалению, не можем говорить только, извини меня, о своих проблемах, потому что наши проблемы вызваны в значительной степени ими. Поэтому все-таки приходится говорить об этом взаимодействии, о военных факторах, о наших контрударах и так далее. К сожалению, пока война. Вот капсулироваться мы на своих проблемах не можем пока. Угу. Тут, кстати, было несколько еще вопросов относительно твоих прошлых прогнозов, что там весной ты говорил, что раньше ты говорил зимой, что весной война может закончиться. Смотри, как я говорил, давай, справедливости ради, у нас же с тобой есть обычно дискуссия до эфира и потом после эфира, да? Вот, если там я в эфире говорю какие-то такие вот вещи туманным как бы языком, то обычно после эфира в частных беседах там тебе и не только как бы тебе якобы объясняю, что я имею в виду. Это правда, так? Вот, поэтому и, скажем так, и на каких данных это основывается. Поэтому есть как бы стратегии. Вот был американский мирный план. Вот цепочка событий, когда у нас там произошли определенные кадровые изменения в январе, когда условно Буданов был назначен на офиса президента, в том числе. Ну, да? В ноябре, в декабре прошлого года. В ноябре, в декабре были все предпосылки. Угу. Появился в каком-нибудь там в начале декабря появился план. Потом начались вот эти кадровые как бы перестановки. Вот, потом где-нибудь за полшага буквально до подписания, где-нибудь там в конце февраля мы были, и все прогнозировали на март мировое как бы соглашение, на каком-нибудь в июне выборы президента. Ну, Трамп начал маленькую победоносную иранскую кампанию. И она предполагала быть победоносной. Да? То есть, ну, реально, израильская как бы коалиция там, в первую, там, условно, там, неделю банк цели у них составлял 7 тысяч объектов. 7 тысяч объектов в Иране были уничтожены там, очень быстро. А они, падла, не сдаются. Банк целей там, собрали в кучу, там, стал 13 тысяч объектов. Уничтожили 13 тысяч объектов. А они, падлы, дальше не сдаются. Они разрушились, вот эти подразделения КСИР там, на кластеры, непонятно с кем говорить. По второму кругу, значит, убили Аятоллу и, значит, не знаю, 30 людей высшего руководства как бы Ирана. А они, падлы, не сдаются. Видишь, какая устойчивая система. Поэтому маленькая победоносная война как бы не получилась. Это накладывает отпечаток и в том числе как бы на наш трек военный и на поведение России. Вот. Так вот, когда я сейчас говорю, что после максимума эскалации в каком-нибудь ноябре очередная развилка будет в каком-нибудь декабре, где возможно мирное соглашение, да? Вот это следующий горизонт планирования. И мое глубокое убеждение, что каждый раз, когда Россия говорит «нет», и она запускает новый цикл, вот в следующей части спирали условия будут еще хуже.
Катя Гуджи спрашивает на Романенко Шорс. Есть инсайды? Трамп будет пытаться опять начать переговорный процесс до выборов в Конгресс? Потом ему будет уже неинтересно или нет? Или он сосредоточен исключительно на иранском треке? Ну, во-первых, переговорный процесс вообще возобновлен, и мы в ближайшие дни ждем в Киеве Кушнера и Виткофа. Угу. Ну, И вот эти условия, которые вот они привезут, они уже для Украины сильно лучше, чем были, например, полгода назад. Угу. Так. Вальчик тут один спрашивает. Как не стратегия? Правый поворот ЕС из-за драконьего поляка, а вы нас Киева. Вот интересно, 2 месяца крупные города левобережья Киев без света и отопления, сход людей. Какую именно стратегию Украина ответит на такие акции? Ну, я так понимаю. Еще раз, 2 месяца что? Крупные города левобережья Украины имеется в виду. Так. И Киев без света и отопления, сход людей. Какую именно стратегию Украина ответит на такие акции? Ну, это из России, я так понимаю, вопрос. Я же сказал как бы в самом начале, что одна из наших работоспособных стратегий – это как бы очень сильные встречные удары и перемирие. Ну, мораторий на удары по гражданской инфраструктуре. Ну, условно говоря, что в 20-градусный мороз Москва тоже может оказаться в такой же Конечно. ситуации. И Украина это, в отличие от прошлой зимы, Украина это вполне может организовать. Да, именно так. Не говоря про Именно так. более мелкие города. И когда это случится, то все будут удивлены, насколько это как бы элегантно сделано с украинской стороны. Угу. Поэтому это, ну, это принципиальное отличие, я так понимаю, от прошлой зимы Украины. Да, да. Что и по дронам, и по баллистике. Поэтому появится оснований одно- держать хвост пистолетом у нас сейчас сильно больше, чем год назад. Хорошо. Так. И ключевым фактором, просто вехой ключевой, являются успехи компании Firepoint и конкретно изделие FP9. Ну, это баллистика. Да. Это длинная, ну, дальняя баллистика. Так, тут как раз на этом, на Times появилась статья по Wildberries, Иуда, зачем Украина бьет удары, так что почитайте там. Кое-что интересно увидите. Так. Пару эфиров назад мы слышали, что вражки запас ого-го. Это вы говорите про Романчука. А теперь мы будем голодом морить. Ну, истина всегда посередине. Я вам уже говорил во время того эфира, что устойчивость у России большая. Но как бы и диспропорции, которые создаются, это тоже факт. То есть год назад такого не было. Это однозначно. Так, хорошо. Я думаю, что на этом будем заканчивать. 1:10. Мы так лаконично решили сегодня не растекаться по древу. Демография. Когда этот будет эфир? Видишь, как твои эти медоеды фонтанируют просто творческими мемами и так далее на эту тему. Послушай, на самом деле это самое важное из всех наших эфиров. Эфир – это, ну, вишенка как бы на торте. Вот. Одна из наших, ну, ты знаешь, тем. Есть несколько там стратегических документов, которые мы как бы сейчас делаем. Там и новую индустриализацию, и демографию. И эфир – это на самом деле вишенка на торте. Потому что, я думаю, осенью этого года будет представлен как бы системный как бы документ, вот, с математической моделью, с нетривиальными предложениями, которые в течение, например, ближайших 7-8 лет поднимут коэффициент фертильности там, от 1 до, например, до 3. А точка безубыточности у нас 2.1. Ну так, да? То есть количество детей на одну женщину. Так 1 до 3 это 5 детей в семье, 4-5. Это, ну вот в Израиле 3,5, ну, вот, больше 3 для понимания. Вот для понимания. Мы же как бы Новый Израиль. Или как? Нет? Проект Новый Иерусалим. Вот Украина-Грина начинать надо с себя.
Что Виктор думает о мобилизации в России, ее вероятности, наши действия на данный процесс? Да, этот вопрос многих заботит. Мобилизация – это одна из двух компонент решения продолжать и войну или замораживать ее. То есть, если они примут решение продолжать войну, то они будут вынуждены принять два решения. Это уже принудительная, обязательная мобилизация, потому что добровольная за деньги уже не работает, раз. И второе, у них нет другого источника, чем продолжение рублевой эмиссии для финансирования войны. Значит, им надо будет заморозить 65 триллионов рублей вкладов в банковскую систему. Понятно, это будет оформлено, что ребята, не знаю, принудительная конвертация, например, там, в бумаге госзайма, как товарищ Сталин делал, там, или еще что-нибудь. Это ж как бы мы ж не забираем, это просто родина в опасности, вот, поэтому будьте добры там, и так далее. Вот, и это позволит агонию системы продлить на какое-то как бы время. Но стратегически это будет надлом. И вообще, как социосистема отреагирует на это все, и не пойдет ли вообще все в разнос вообще в первый месяц этой мобилизации, это мы посмотрим. Угу. Так, спросите заявление Куртьева про ядерное оружие. К чему это было? ИПСО против врага? Но если хочешь, не отвечай. Или просто моргни как-то. Ну, давай так. Есть, речь идет об эфире у Гайдая, который там был на прошлой неделе. Вот. Если посмотреть сам эфир, то есть первоисточник, то это достаточно как бы, ну, взвешенный как бы, разговор. Вот. А если читать заголовки в телеграм-каналах, вот, то это как другая история. Вот. Поэтому эфир был достаточно как бы взвешенный. Тут уже народ разрывает твои тезисы. Бусики фертильности, бусики зачатия, рейды фертильности по районам Киева. Держите штаны. Создадут приложение Фертил Плюс и заставят всех данные обновить. Ну, там у Куртьева серьезнее идеи на самом деле. Я надеюсь, что мы сделаем этот эфир в конце концов. Да, когда пойдет время. Будем работать, не покладая руки. Но. Так, хорошо. На этом, наверное, будем заканчивать. Смотрю, тут, ладно, один человек просто очень спрашивает. Спросите у Виктора, какое будущее Украины у натриевых батарей накопления? Просто уже раз 5 задал этот вопрос. У натриевых батарей? Накопление. Почему именно натриевых батарей? Не знаю. Смотрите, ну, зарядки без потери как бы емкости будет сильно дешевле вот, в восстановленном мегаватт-часе. Вот. Где-то оно совсем очень рядом. Эта технология где-то очень рядом. Угу. Так, тут поток на секунду подвис, но уже вернулся. Короче, понятно. Поток подвис на секунду, поэтому этот уже сейчас вернулся, да. Поэтому чувак ответ не услышал. Ты несколько там, секунд 20 не услышал. Ну, значит, не судьба. Так. Хорошо, все, давайте на это будем заканчивать. Куртьев настоящий украинский казак. Спасибо за способ изъяснения. Самый конкретный гость. Там еще спрашивали, делать ли на тебя мемы. Я сказал, делать. В принципе, это повышает популярность и, короче говоря, работает. Натриевые емкости больше держат. Тут, значит, отвечают. Но мы уже не будем втягиваться в полемику. Все, я думаю, что на этом мы закончим, потому что, в принципе, основную тему мы раскрыли и будем двигаться дальше. Все, друзья, на этом мы заканчиваем сегодня эфиры. Завтра у нас мы начнем в 6. Будет 2 тяжелых эфира, ну, в смысле интересных эфира. Дима Глущенко приедет с фронта и расскажет, я думаю, там будет такая очень крутая беседа. В 6 вечера она начнется. И потом Пастернак Таранушенко продолжит. Тоже будет такая большая беседа. И тут пишут, спасибо за надежду. Ну, Куртьев у нас профессионал в этом, да? Что ты скажешь украинцам на прощание? Что я всегда говорю, что Украина, во-первых, непобедима, это раз. Во-вторых, мы по-настоящему еще ничего не начинали, это 2. Арвуар, пока. До свидания.